Всем привет! Вы на канале Евгений Гайд, и это прохождение элитного босса в Тарисванд Лесные Близнецы. И мы начинаем. Перед началом боя берем косты, которые сбивают заклинания. Это нам пригодится что на левого, что на правого босса. И готовимся разделяться. То есть левая группа у нас будет бить левого босса, правая группа будет бить правого босса. Так как это элитная сложность, у нас проблем не будет по входящему урону, соответственно, мы можем позволить себе бить сразу обоих, чтобы впоследствии не допускать ошибок с разницей в хп у босса. Ну и, собственно, начинаем бой. С начала боя танки у нас агрят обоих боссов, разводят по краям арены, где у нас предварительно стоят меточки. Мы готовимся избегать лужи, да, на рандомного игрока вот вешается такая лужица, которую он выносит от нас подальше и сам из нее выходит. Продолжаем бить боссов. В рандомного игрока левый босс кидает поджог, который нужно вынести, да, чтобы не задело группу, а также босс дальний бьет сплэшем, тройным ударом по всем. Также правый босс на рандомного игрока вешает торнадо, да, или как он здесь называется, ураган, который его преследует некоторое время, и мы просто тоже выносим из группы. Сейчас рандомная ауешечка попала на меня, я из нее выбегаю и кайчу. Следом был рандомный лунный удар, да, даже скорее не рандомный, а просто лунный удар, который бьет по всем. Очередной ураган на кого-то закастился, и мы там вдалеке видим, что на кого-то кинулся поджог. На 75% боссы переходят во вторую фазу, они переходят в свою форму животного, да, в данном случае, как называется, соколик справа, волк слева. Следим за тем, чтобы у них хп опускалось равномерно, а также, когда правый босс взлетает на рандомного человека, вешается кружочек, который нужно всем сбежаться. И, собственно, таким образом мы делим урон. Продолжаем бить боссов. Оба босса будут призывать вот такие вот линии синие, по которым духи бегут. Из них нужно просто выбежать. Соответственно, пока синяя линия находится на земле, урона мы не получаем. Когда дух пробегает сквозь нас, уже получается урон. Продолжаем бить босса. Клифф у волчары становится на 180 градусов, соответственно, почему он держится на краю арены, да, чтобы никого не задело. И хилам было меньше работы. Мы опять поделили урон от правого босса. Ну и продолжаем убивать обоих, сбивая косты. Видим, что у нас есть 3 кружочка. Это был метеорит. То есть один лопается, обязательно такая механика. И сбиваем касту волка, потому что в этот момент волк кастует метеоритный взрыв. Таким образом, уничтожая метеориты, не позволяя нам спастись вот от вихря, который был у нашего Айвара. Если не ошибаюсь, это у нас дитя природы. Соответственно, мы продолжаем их пинать, ждем все эти моменты, у нас ничего не меняется, избегаем ураганчиков, избегаем вот этих ауешек, которые стали больше, да, то есть в начале боя у нас были маленькие ауешечки, примерно по ширине плеч персонажа. Сейчас они шириной примерно с высоту персонажа. Вот, уходим из этих волн, спасаемся, перебегаем просто кайт, ничего сложного, выносим поджоги от левого босса, бегаем от ураганчиков от правого босса, продолжаем опускать здоровье. Скоро они выйдут в свою обычную форму. Повторюсь, что мы выбрали такую тактику убийства, хотя технически можно было просто убивать сначала одного, там до 30%, 29% опускать, потом второго. И в режиме испытания это проще. Скорее всего, в эпохе так будет проще, чтобы механики не накладывались. Но мы решили так, нам это помогло, в принципе, мы таким образом их убиваем. У Айвара хпшечки чуть побольше, соответственно, стараться надо в этой ситуации переключиться кому-то с левой группы, чтобы быстрее его додавить. Не все спрятались за метеоритами, поэтому кому-то нанесся урон. Это был наш хил. Ну и продолжаем бить босса. В нашей ситуации получилось так, что оба перешли
по хпшке, да, в третью фазу и, соответственно, не вышли из нее. Таким образом, не было смены на обычную форму, ну и, соответственно, они остались вот а-ля во второй фазе. Но третья фаза чем отличается? Что если мы одного босса убьем, а у второго будет много хп, то первый босс восстановит хпшку до того уровня, у которого его близнец находится. Поэтому следим за тем, чтобы хпшечка уменьшалась у всех одинаково. Вот сейчас здесь мы этого добиваем. Переключаемся на дикое дитя. Да, вот, один у нас умер. Соответственно, у нас разница была в 3%. Это вообще не критично. И, соответственно, оба умирают. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте обязательно свои комментарии. И до скорой встречи.